В последнее время мы редко говорим об обстрелах мирного населения в Украине, да и с российской стороны тоже. Причина проста. Если о них говорить, то придется говорить только о них. Обстрелы происходят каждый день. Каждый день гибнут мирные жители. Но сегодня, даже по меркам полномасштабной затяжной войны, случилось нечто чудовищное. В ходе массированного обстрела Украины одна из ракет прилетела в крупнейшую в Украине детскую больницу Ахмаддет. Охрана материнства и детства, сокращенно оно так называется. На момент съемки ролика известно о 2 погибших в больнице взрослых и 16 пострадавших, 7 из которых дети. Не только масштабы и цинизм выделяют этот обстрел из ряда прочих, но и момент, когда все произошло. Об этом сегодня коротко поговорим. Можно не сомневаться, что самым непосредственным и скорым итогом такой варварской атаки станет расширение возможностей Украины по атакам российской территории. Возможно, вместе с поставкой новых видов дальнобойного оружия. Удар по детской больнице – это такое эталонное варварство. Это то, после чего любая реакция будет выглядеть адекватной и соразмерной. После удара по детской больнице, по детям, путинские друзья в правительствах и парламентах по всему миру, которых так сытно содержат, будут вынуждены все свои лоббистские усилия начинать с нуля. Никто не осудит Украину за удар возмездия. Жители Крыма и приграничных областей России – вот прямые жертвы нынешнего варварства. Ведь совершенно очевидно, что без ответа такая подлость не останется. Но есть последствия и более глобальные. Нынешняя атака по Украине как будто нарочно пришлась на финал большого турне Виктора Орбана, который сперва побывал в Киеве, прошел через Москву, заехал в Пекин, а сейчас направляется в Вашингтон. Путешествие Орбана – это новый повод для мировой общественности порассуждать, что Путин вот уж совсем уже сейчас готов к мирным переговорам. Особые оптимисты и вовсе посчитали, что переговоры эти, дескать, уже идут, а кругосветное путешествие венгерского премьера – это их, переговоров этих, публичное выражение. Но варварская атака, совершенная российской стороной, отложит любые реальные попытки о чем-то договориться на очередной неопределенный срок. Потому что для украинского руководства абсолютно не вариант разговаривать с Путиным, пока спасатели детей из-под завалов достают. Более того, ни у кого из союзников нет возможности заикнуться о переговорах и как-то надавить или убедить. Ведь избиратели тоже все видели. Тоже видели детскую больницу, в которую попала ракета. Эта ситуация возвращает нас к разговору, который уже был. Бессмысленно и вредно слушать то, что Путин говорит. Тем более, когда он всякий раз говорит новое. Когда ровно за сутки его формула мира меняется на противоположную. А вот что имеет смысл, так это смотреть, что Путин делает. Тот, кто хочет переговоров, не прилагает отчаянных усилий, чтобы диалог с ним стал невозможен. Тот, кто хочет прекратить, погасить или хотя бы даже заморозить войну, не переводит ее умышленно в гораздо более варварское русло. Путь к любому перемирию начинается с базового шага, с рутинизации войны. Стороны вгрызаются в землю, никто никуда не движется, число погибших с сотен человек в день снижается до десятков в неделю. Война сходит с первых полос газет, и тогда у обеих сторон появляется возможность, которая возникла в 2015 году к моменту Минских соглашений. Зафиксировать на бумаге статус-кво, который фактически сложился на земле. Линия фронта превращается в линию разграничения. По городам и социальным объектам ничего не летит. Не появляются новые сироты и вдовы каждый день. Война из чего-то очень личного, из ненависти, через которую нельзя переступить, превращается в фон. Тогда к политикам направляется запрос от граждан. Нас этот фон напрягает и нервирует. Договоритесь же о чем-нибудь. Худшее, что на таком пути можно сотворить, то, что российская армия сделала сегодня утром. Когда люди видят такое, у них и близко не возникает запроса на мир. У них возникает запрос только на возмездие. После кадров с окровавленными детьми любые рациональные аргументы сразу идут лесом. Все разговоры в духе «давайте просто перестанем стрелять и будем жить дружно» замолкают очень надолго. И на долгое время складывается консенсус – жить будем либо мы, либо они. Сегодня принято обсуждать план мирного урегулирования, к которому пришли на стамбульских переговорах в марте 2022 года. Только какой смысл обсуждать этот план, если между его составлением и перспективой подписания случилась буча? Мы не будем по 50-му кругу тут разговаривать
о причинах, по которым Путин не собирается ничего заканчивать. Тем более, что ролик не об этом. Факт в том, что Путин в сложившейся ситуации чувствует себя совершенно органично. Вокруг него создают мир, где все не просто хорошо, а так замечательно, как никогда не было. По 1000 человек в день идут добровольцами, деньги на все никак не заканчиваются, поляна окончательно зачищена, можно не переживать о протестах и политической нестабильности. Ужасающие жертвы с российской стороны только по подсчетам публичных некрологов уже превысили потери США во Вьетнаме. И общество вроде как их не замечает. Сочетание пропаганды и репрессий успешно работает. Ну и какие могут быть причины заканчивать начатое? Окончание войны – непредсказуемое и потенциально нестабильное будущее. Зачем туда идти, если в настоящем у Путина все хорошо? Путин херачит всем, что у него есть. Для него нет никаких красных линий и представлений о рациональности. Кончаются снаряды и ракеты, он идет покупать их у Ирана и у Северной Кореи. Бюджет не тянет военные расходы, дыры закрывают за счет фонда национального благосостояния. На войну идет все, на войну работают все. Целые отрасли экономики без войны просто перестанут существовать. Даже речи не идет о попытках как-то заморозить войну. Хоть как-то пожалеть, если не чужих, то хотя бы своих. Настолько массированный и неизбирательный удар, который произошел сегодня, не что иное, как приглашение к новому витку эскалации. В нем нет военного смысла. Какой военный смысл бить по детской больнице? Единственный его результат всего этого удара сегодняшнего – больше оружия и больше свободы действий для Украины, больше смертей с обеих сторон. Это как заведомо обреченное наступление на Харьков. Война ради войны, ради того, чтобы ее не заканчивать. Война как естественное и единственно возможное состояние. Очень некомфортно это признавать, но, к сожалению, таковы факты. Если кто-то хочет переговоров, даже на своих условиях, он не устраивает террор гражданского населения, не стреляет по детской больнице, не сжигает мосты. Никакая власть Украины не будет разговаривать с Путиным, пока фотографии окровавленных детей крутятся в эфире. Никакие союзники не будут таким переговорам способствовать. Путин сколько угодно может корчить из себя слабоумного, но настолько примитивные причинно-следственные связи доступны любому, даже ему. Никто не будет договариваться с маньяком. У Путина были и возможности, и время подправить свое реноме, перестать творить кровавую дичь, ввести войну хотя бы в подобие цивилизованного русла. Но он продолжает воевать, как воевал, как варвар, которому все средства хороши. Цена такого поведения – погибшие сегодня мирные граждане Украины и те россияне, которые неизбежно погибнут от ударов возмездия. Обмен смертями мирных жителей и военных. Вот это формат войны, который Путину нравится. Никакой договоренности, хотя бы о временном прекращении огня, такие шаги по определению не приводят. До завтра.